Господа, я только что понял, что совершил реально крупную ошибку. Дело в том, что я играл в Викингах и, как и некоторые новички, допустил совершенно банальнейшую ошибку. Я добывал ресурсы высоким тиром войск, так что не совершайте моих ошибок, а учитесь на них. На самом деле, прокачав войска, некоторые новички используют их в ресурсных локациях, рискуя их потерять. А это все равно, что ездить по бездорожью на Бентли. И так я тоже делаю. Ладно. Но важно понимать область применения каждого из членов войска и использовать сильных воинов в бою. Кстати, о войнах. Их в игре очень много. Тут есть наемники, всадники, налетчики, фурии, лучницы и много-много других. А также тут можно создавать оружие, снаряжение для своей армии, что делает ее еще сильнее. А сражения происходят с реальными игроками со всего мира. Но викинги — это не только битвы. Это также развитая система рейтингов, разнообразные соревнования и стильная запоминающаяся графика. Ну и главное, не забывайте о стратегии, ведь это викинги, в них можно объединяться в целые кланы, а значит, когда наступит трудное время, вы вполне себе рискуете получить целый караван из даров. Кстати, взаимовыручка — это вот то, что мне больше всего нравится в викингах War of Clans. Ну и ясен красен, что каждый ваш переход по ссылочкам в описании делает так, что мой канал может развиваться быстрее, поэтому переходите именно по моим ссылочкам в описании, и тогда вы получите 200 голды и бесплатный щит. Погнали! Ну, как обычно, да, все, давай. Господа, здравствуйте! Видос начинается с темного экрана, потому что пацаны еще не настроились. Но когда экран включится, вы офигеете, да? Вот оно, что наступило. Здравствуйте, здравствуйте! Наконец-то у нас сегодня с вами на обзоре то, о чем вы просили с момента того самого инстаграма, с момента того самого унистрима. Сегодня на видео идеальный шоу-кар. Это Ford Focus, который довезет вас не то что до офиса, а даже если офис находится в Ямало-Ненецком автономном округе. И неважно на каком этаже. Это Ford Market, господа. Погнали! Как это устроено? Значит, для начала вам понадобится два донора. Ford Focus в идеальном состоянии, судя по цвету, из-под такси, да? Нет? Было хуже. Хуже было? Было хуже. О, господи. Во-вторых, вам понадобится Tahoe Yukon с двигателем 5.7. В принципе, коротышка, насколько я понимаю, должна быть. Судя по базе, потому что коротышка Tahoe — это еле-еле можно влезть в базу Ford Focus. Далее, казалось бы, работа на вечерок, пару часов с пивком, взять это все соединить. Но никогда ничего не бывает так просто. Хотя этот путь сам по себе самый простой. Взять рамный автомобиль один и на него одеть кузовной автомобиль другой. Казалось бы, но в итоге, если вы хотите получить как-то ездящий автомобиль, а этот автомобиль все-таки строился не под оффроуд, поэтому если мы говорим, что это джип, нет, как джип он не построен. Но надо разобрать и переделать еще раз, чтобы он реально ехал на бездорожье. Ну, реально, если мы его сравниваем с конкурентами на 40-х, 42-х, 38-х хотя бы колесах. В данном случае это некий действительно более шоу-кар, который все равно будет ехать очень уверенно. Фактически размер колес по рулетке 38,8. Это все равно очень много. Дорожный просвет. Я боюсь, кстати, сказать, какой дорожный просвет. У нас еще передняя подвеска независимая, сзади под редуктором. А что я боюсь-то? Давай, я ничего не боюсь. У меня рулетка с собой. А это не рулетка, проклятие. Я нащупал в кармане предмет и думал, что это рулетка. А сейчас я ее достану. Все это дело позволяет ехать очень хорошо. Само собой полный привод. Само собой это у нас part-time получается. Рулетку никак не найти мне в машине. То есть есть понижайка, есть раздаточная коробка, сзади неразрезной мост, дифференциал сзади у нас заварен. Передний редуктор у нас независимо подвешенный получается. Вообще капец не найти мне рулетку. 2 hours later. Да, нашел, есть. То есть передние, получается, у нас все-таки спереди редуктор и привода, сзади прям неразрезной. Красота, да? Казалось бы. К чему это приводит в плане дорожного просвета? Я думаю, сейчас никаких супер шокирующих цифр, конечно, не будет. Но это, господа, 31. 31, ой, простите, на 40-х. А теперь мы берем Wrangler на 35-х. Но чтобы вы просто понимали, что если мы начинаем говорить про оффроуд, мы про него быстро говорить закончим. Ну, где-то вот
Вот если снег мы продолбим. 30. Только здесь 40-е, а тут 35-е. Вот, собственно, пацаны, такая ситуация. Но это потому, что оффроуд. Далее, резина у нас стоит просто МТшная, которая позволяет нам, ну, вернее, она значится экстрим, конечно, я бы сказал, но она больше, на мой взгляд, заточена под камни и прочее. Самое главное, что вы получаете в любом случае, если мы сравниваем это с любым стоком до 33-х и даже на 35-х колесах, это капец какая высокая и капец какая проходимая штука. Дальше уже детали по доработке. И при этом всем вы сидите в комфорте Ford Focus. Это бампера, это пороги, это там горловина, это вот замки капота. Потому что на самом деле ничего так просто одно к другому не подойдет. Вы упираетесь в миллиард мелочей, и в итоге операция типа на вечер с певком и батей в гараже превращается в... Сколько строили вы это? Полгода! Причем это ребята из Ford Market, понимаете? Они на гусеницах ездили тогда, когда я пленку Понторезку перетягивал. Они уже ездили на гусеницах, реально. Это абсолютно отбитые твари. Они сейчас строят шестиколесную какую-то срань. И каждый год, когда еще был мир автомобиля, они его пережили и всех нас еще переживут. Короче, они постоянно строят какую-то невероятную тысячу. Для них это проект один из, он в обойме. Вот такой оттуда вылезает каждый день. Пока кто-то не выключит свет на выходе из Форд-маркета, и они перестанут оттуда из них вылезать. Короче, это очень дикие люди. Такое ателье, которое, понимаете, не тужит. Оно делает для людей, потом что-то такое, ну, это мы сделаем для себя, а это мы тоже сделаем для себя. Ну, там как бы все нормально, то есть, ну... Так, далее, господа, всем привет. Попробуем на этом прокатиться. Значит, техника залезания, она пока не очевидна для меня. Давай попробуем вот это вот сейчас. Ничего себе. Прям за дверь, за сидуху и ногами на порог. Ногами на порог. А я знаешь, как хотел? Опачки! Вот это я сделал прямо. Я красавчик. Так, что мы видим от фокуса? Да в целом мы видим все от фокуса. Приборка только у нас таховская осталась. Стартуем? Нет, не стартуем. Потому что нейтраль. Вижу. Все, ага, погнали. Странно, обычно коробка на нейтрале тоже должна заводиться. Ну, видимо, тогда в Америке дела обстояли иначе. Есть неведомый вот этот рычажок посередине. Дворники. А, и наверх? Ага, интересно. Масса, которая очень заманчиво находится в районе кнопки старт-стоп, да? Прям вот здесь. Ага. Ну и все, соответственно, мы воткнули драйв. Есть. И поехали. Ну-ка, и вот я поехал, типа так. По кустарнику вообще конь-огонь, слушай. Ну-ка, погоди-ка, диагоналочка. Ага, понял. Это я обращенул. Вот этот американский стиль, я его никогда не понимал с люстрой на капоте. Он 200% американский, с ним все в порядке. Сделали вы это как бы, ну, правильно. В Нью-Йорке были бы красавчиками, но ведь она реально мешает. И они все так ездят. У них это норма. Ага, да, очень широкий. Очень широкий. Мы никогда не попадаем в колею. И очень много мощности. Огромное количество мощности. А сколько сил в нем даже по паспорту-то? Типа немного должно быть. 300 типа плюс? Да. Он даже 300. Но с такой понижайкой. Она, скорее всего, здесь не космическая, конечно. Понятно, что не 1 к 4 какая-нибудь, но тем не менее. У нас и колеса-то 40-е, то есть все-таки должно было примерно 1 на 1 складываться, оно комфортно. Вот и выхлоп шикарный, и подрыв у нее есть такое ощущение этой мощности. Да, огонь. Для сравнения, попробуем ту же горочку, что с Бентли. Попробуем на геометрии. Просто дело, если мы сейчас поедем в жижу, мне кажется, она особо там не проедет. Слишком широковатые колеса для жижи, она будет шлифовать. И я даже не знаю, куда я съезжаю. Ну, куда-то. В общем, ок. Тормоза присутствуют. Ай, мне это нравится. Хватило геометрии? Хватило. И заднего хватит. И заднего хватит. Так, хорошо. А в обратку теперь она это сможет, нет? Так, ну Wrangler здесь заезжает.
Бентли здесь тоже заезжает. Это офигенно! Это офигенно! Готов? Само собой, у нас есть оффроудные движения, поэтому это выключатель лебедки, кнопка, собственно, включения лебедки и смотка-размотка. У нас управление светом здесь находится. В этом месте был раньше штатный рычаг КПП у Ford Focus. Здесь же находится управление раздаткой, понижение, включение, выключение модуля. Все остальное, вот это дворники, да, вот так выглядят дворники. Все остальное у нас осталось фордовское. Вроде как даже... салончик, то есть если хотите ехать здесь на дальняк, то вчетвером вам здесь будет абсолютно так же, как Ford Focus 3-го поколения. Командир, это сток. Ну и вот эта кнопка, конечно, да, это вот эта масса. На самом деле переделок, я вам хочу сказать, минимум. Для данной степени скрещивания двух автомобилей это вот прям light, вообще light. Все осталось по заводу. Я туда реально залезу ведь. Блядь, сухостой это тема. Нет, дальше уже живые, там нельзя. Там лабаш реально закидывает, и я такой просто еду по ощущениям тактильным, знаешь, пока морда вверх пошла, морда такая, бэм, о, выехали, все, ништяк. Понятное дело, что если больше головы давать, она больше едет, но дальше все упирается в колеса и, короче, внедорожную постройку. Даже в таком конфиге, в принципе, вы можете использовать хода, двигатель сумасшедший, высоту дорожного просвета, то, что брод вам не страшен, потому что у вас где-то примерно вот по плечи воздухозаборник, это в любом случае круто. Мы получаем рецепт отличного дня, потому что это супер внешка, это супер возможности, это феерический потенциал для тюнинга, это V8 на выхлопе, офигенная высота. Ну, дорожного просвета, понятно, там еще можно поработать в эту сторону, но тем не менее, вы получаете неуязвимость ко льду сегодня, как мы это практически заметили. То есть при нужной глубине, когда, допустим, мой же Wrangler, если вот его поставить рядом, это будет просто кроха. Вот сейчас кадр ставим, где вот Wrangler стоит рядом с фокусом, чтобы вы понимали в масштабе, насколько это все-таки в реальности большая тачка.
И все, это эмоции. В итоге вы получаете какую-то сумасшедшую машину, на которую смотрят все. Вы получаетесь внутри этой машины, на которую смотрят все. Всем интересно, как она едет, просто потому что это фокус. Это необычно. Оффроуд почему сам себя загнал, собственно, в могилу? Почему он тонет в болоте? Потому что это одни и те же гребаные машины, подготовленные для оффроуда, созданные для оффроуда и заряженные по одним и тем же принципам. Здесь мы делаем что-то новое. Ну, вернее, не мы, а пацаны из Ford Market. Это уже к чему-то ведет. В итоге, за 2 миллиона рублей по ссылкам в описании прямо сейчас. Нам не платили, кстати, даже нет процента с продажи. Возьмите за 200, я хоть сотку себе отколю, пацаны. В натуре вы получаете готовый и одновременно полностью не готовый проект. Если вы хотите ехать дальше, глубже, если вы хотите ехать круто, машину придется полностью перестроить. Если вы хотите ездить вот так по фану, по лайту, и при этом вообще не запариваться, где там вода, застрянете вы, не застрянете, вы можете в белых кроссовках пройти маршрут. На сегодня она не сможет даже на лайтовый пройти. По причине того, что она просто очень широкая. Она будет не влезать в колею, ее будет расклинивать в тех местах, где все остальные проходят. Но это решаемо. На самом деле в этом нет ничего сложного. И все, кто когда-либо строил проект для оффроуда, понимают, что оффроуд это не 2. По-хорошему. Ну, как бы УАЗ за 2, это прямо 2. Но эта штука может при грамотном подходе превзойти вообще очень много кого на бездорожье. И при этом он дарит вам все те же эмоции, как мальчишки, когда вы просто покупаете себе игрушку. То есть в чем, опять же, как я вот возвращаюсь к началу этого монолога, проблема всего оффроуда в том, что это все одно и то же. Это взрыв на вот этом буквально сером поле грязёбов. Это был Ford Focus 3 на роботе полный сток. Огромное вам спасибо, что смотрели это видео. Удачи и пока. Коронавирус сраный.